наш главный не отвечает на сообщения. И вообще, его никто уже 2 дня не видел. Жуть, что творится. А может существо просто взять и пропасть, реально? О, ничего себе у тебя вопросики. Это... Ты кто такой? Бляха-муха! О, господи! Это же не защищается! Итак, плюс 2 уровня, плюс ящерица, просьба голоса победить некого монстра, потеря склада, разозлившийся Айтер, ибо я не покинул коалицию, тревожное сообщение про спасение жизни, а самое главное, версиформовый карьер. Да, предыдущая серия богата на события, но я так и не понял, с кем дружить. Я не хочу попасть в компанию плохишей. Я хочу основать эту компанию. Хо-хо-хо. Ну да ладно, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в мастерская 47. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в мастерская 47. Эй, Лолошка, как дела? Господи, ты очень не вовремя голос, подожди, пожалуйста. Еще раз, всем привет, это мастерская 47, сезон, в котором мы открыли много. Да, заметили вы или нет, но у меня вообще-то 13 уровень, а это значит много прокачек, здание на телепортацию, ящерицы, сборщики, что-то сделано, что-то нет. Но самое главное, я постоянно что-то теряю. Либо я делаю население 20, либо у меня не появляются войны, и да, я продолжаю терять и терять. А я не хочу терять и получать по жопе. Ну что, Глазик, как говорится, продолжай. Ты там вроде как дела спросил, да? Ну, нормально. А что? Да вот, смотрю, ты продолжаешь разблокировать регионы. Твои владения разрастаются, Лолошка. Ну да, это правда. Я думаю, давно уже пора дать тебе возможность получать максимум с твоего самого первого региона. О, это интересно, да. Знал, что тебя заинтересует мое предложение. Если ты готов пройти мое испытание, я разблокирую тебе особый объект. Ты согласен? Да, давай. Я особый объект, конечно. Прекрасно. Тогда следуй за формиком. Пипец, такое неожиданное начало. Я даже ресурсы не проверил, самое главное. Что у меня там по еде, по эфиру и так далее. Ой. Это не формик. Это какой-то краб. Что это было? Ой. Привет. Ладно. Пойдем. Видишь ли, иногда другим существам нужна помощь, а рядом никого нет. Либо они не состоят ни в какой коалиции, либо коалиция не может им помочь. Или возникают иные проблемы. Например, нет связи, потому что вышку разрушили делинквенты. Ага. Делинквент. Да. В таких случаях, Лолошка, я стараюсь свести тех, кто нуждается в помощи, с теми, кто может помочь. Ага. То есть ты думаешь, что помогу я? Погоди, а другие ко мне приходили, потому что это ты попросил? Или потому что это они захотели? Но, голос, ведь если существо не состоит ни в какой коалиции, это его личный выбор, разве нет? Ты говорил, нужно учиться на собственных ошибках. Требуется 12 воли, у меня столько есть. С таким, знаете, презрением, как будто что-то тут не так. Ну да, давай спросим, ты говорил, надо учиться на ошибках, нет? А? Однако... Ну и аргументы ты выдаешь, Лолошка. Что, подловил тебя, да? Почти. Ты прав. В большинстве случаев это так. Если существо не состоит ни в какой коалиции, это результат его личных действий и выборов. Но не всегда. Тем не менее, я рад видеть, как критически ты относишься к словам других. И как быстро учишься думать. Спасибо.
Как говорится, стараюсь. Формик, куда ты меня ведешь? А может быть, я тут, кстати, что-то давным-давно упускал? И может быть, даже сейчас найду. Привет? Эй, привет. А? О, привет! Ты ведь поможешь мне, правда? А ты уже знаешь, что тебе собираются помочь? Подожди, у тебя 2 руки, чувак, ты минимум 20 уровня. Помогу, но сначала расскажи, что у тебя случилось. Да? Нет. Давай, требуется 13, рассказывай. Да, я сам не очень понял. Я состою в коалиции, хотел попросить помощи, но наш главный не отвечает на сообщения. И вообще, его никто уже 2 дня не видел. И сообщения от него не получал. Жуть, что творится! Ой, у остальных членов коалиции не хватает либо ресурсов, либо перемещений, чтобы помочь мне. Голос пообещал, что в качестве исключения на этот раз поможет. И ты хочешь сказать, что это должен... Ситуация действительно странная, сказал он. Ты ведь спасешь меня, пожалуйста. Да ты чё, блин? У меня у самого такая экономическая ситуация, что хоть банк строй. Ладно, конечно, я помогу, но надеюсь, будет какая-то весомая награда, реально. О, спасибо, спасибо. Итак, мне нужно 20 столов, 10 дверей, 5 лестниц и 150 эйдосов. Вот. Ничего себе у тебя запросики. Да, прости. Но голос сказал, он вознаградит тебя за усилие. Да, он и мне так сказал. Ладно, надеюсь, награда будет достойной. Ложка, даже не сомневайся в этом. Я разблокирую тебе особый объект в 1 регионе. Ладно, это действительно звучит круто. Я только одного не понял. Ему нужны стулья, столы, и он сказал лестницы. А как это? Как это лестницы? Где? Неужели плотницкую мастерскую улучшать? Разблокирует улучшение плотницкой мастерской до 3 уровня. 120 эйдосов. Ну давай, чё уж. Улучшить, поехали. Пора работать! Плотницкая мастерская, 2 уровень. В итоге... лестницы не появились? А, смотри, вместимость юнитов 3. То есть, получается, на 2 уровне у меня теперь могут работать 2 челика. Но мне-то нужны лестницы, поэтому еще улучшаем. Как же мало у меня эфира. 63. Я уже не иллюзорно думаю, что мне нужен банк. Особое здание, помогающее выйти из сложных финансовых ситуаций. Примечание. Инвестиции в эйдосы связаны с финансовыми рисками. Требования эйдосы 110. Ну, пока, наверное, не буду, но в будущем прокачаю. Наверное, даже сегодня. 2 стена завершена. Я, конечно, хочу улучшить, наверное, здесь весь этот периметр, чтобы если напали отсюда, то хотя бы, ну, не знаю, там, обходили или стену били. Тем не менее, та-дам! Плотницкая мастерская 3 уровня. О, лестница, дверь. Все создается 360 секунд. Но как же это дорого. Я не могу создать лестницу, потому что все, эфира нет. Напомню, 5 лестниц. 1, 2, 3, 4, 5. Создается по 360 секунд. Слушайте, а может быть я вот этого рыбака возьму, потом занять здание. И как это выглядит? О, да, реально, он встал где-то. Работает быстрее. 11. Давай 12. О, слушайте, да, реально побыстрее пошло. Кстати, помощь помощью, но сам-то про себя я не должен забывать. У меня сдача эйдосов, по идее. И давай. Да, реально могу. И... скажешь что-нибудь? Нет, ты ничего не скажешь, серьезно? О, ложка. Приятно видеть, как некоторые существа быстро учатся самостоятельности. Поздравляю с переходом на новый уровень. О, все-таки да, не зря, все не зря. Да. О, кружочек. Или не кружочек, сейчас посмотрим. Да, но не треугольник. Почти, почти. Привет. Интересно, эти катсцены что-нибудь значат? Да, высоко. Как будто самая высокая точка мира. А теперь скажи мне,
какое счастье ты желаешь сегодня? Так, ну конкретно сейчас я не знаю, что я хочу, потому что нет запроса. Решимость — это воля, сила — это тело, рассудительность — ум. Ну давайте сила. Почему бы и да? Ага. Хорошее слово. Будем сильными. Отличный выбор. Напомни, мне все еще нужно 150 эйдосов, поэтому... О, не, вот это я точно отклонять не буду. Смысл, вложенный в слово, понятие. Принять. Я тут подумал, давай, наверное, возьмем еще рыбака, сбросим специализацию. Приманка заброшена. Не надо никакой приманки, и сделаем из него плотника. Так вот, помимо того, что я его туда засунул, хочу прокачать. Ускоряет производство на 10%. 120 эйдосов, да что ж такое. Ребята, мне реально нужен банк. Накопил, покупаю. И спустя время, наконец-то, банк. О-хо-хо-хо-хо! Какая же это огромная махина! О, готово! И как ты работаешь, банк? Давай покажи мне себя. Здравствуйте. Привет. Ой, пользовательское соглашение? Серьезно? Настоящее соглашение регулирует порядок использования банковской системы, далее банк, для получения кредитов в эйдосах и возврата обязательств. Использование банка означает полное и безусловное согласие с настоящими условиями. Та-та-та, получение кредита допускается при балансе 0 и наличии менее 3 активных кредитов. Ага, то есть я могу 3 кредита брать, обалдеть. Сумма кредита ограничивается двукратным размером текущего требования на повышение уровня. То есть получается, сейчас я могу где-то 400 взять. Срок кредита определяется банком автоматически. Базовая ставка на уровне 1 составляет 200% от суммы займа. Клиент обязан вернуть сумму займа и начисленные проценты в установленный срок. Рост уровня банка влияет исключительно на процентную ставку. На уровне 10 открывается доступ к функции биржевой торговли, осуществляемой клиентом на свой риск. Банк не несет ответственности за результаты биржевых операций, совершаемых клиентом. Принять. Причем кнопки отклонить нет, и я не могу выйти отсюда. Только принять. Ну да. О, вот оно что. Если я беру 100 эйдосов, то через 1 день я должен вернуть 200. Не, ребят, это что-то пипец. За 1 день вернуть сразу в 2 раза больше. Это каторжные условия, это рабские условия. Если что, все ресурсы созданы, хранятся, но плотники просто так сидеть не будут. Давайте стулья, ребят, делайте. Бесконечно делайте. Эй, йоу. Вот, держи, пока тебе двери. О, ничего себе! Ага, держи еще дубовые столы. Благодарю. Сейчас, и еще, погоди. Официально, это самая дорогая серия на эйдосы. Тем не менее, держи. О, благодарю. И 150, да. Удивительно, удивительно. Ты правда все собрал? Мне даже как-то неловко. Ты ведь заметно младше меня. Но хотя любой может оказаться в затруднительном положении. Правда? Ну да. О, спасибо тебе еще раз. Пока. Ладно, давай сюда свою награду. Что ж, ты молодец. Помог существу в беде. Честно признаться, я не ожидал, что он попросит так много. Особенно учитывая, что ты еще не очень высокого уровня. Да. Как видишь, есть существа, которые злоупотребляют помощью других. Злоупотребляют? Да. То есть используют чужую доброту, чтобы получить не просто помощь, а выгоду. Злоупотребление. Но, раз уж я сам привел это существо к тебе, я тебе же и возмещу за все старания. Изначально я собирался разблокировать только особый объект, но передумал. Ты обещал помочь и помог. Даже несмотря на то, что у тебя попросили больше, чем ты ожидал. Смотри, что теперь тебе доступно. О, это то, что похоже на голову, да? Ну, точнее, это очевидно голова. Смотри, какая красота.
Это моя голова. Да! Ух ты, и что это значит? Целое строение в виде моей башки. Но, опять же, это не единственный мой подарок. Поищи внимательно. Черт, ну тут же такая огромная локация, в смысле поищи. Я еле передвигающаяся головешка, а ты хочешь, чтобы я что-то исследовал? О, какая красивая голова. Даже издалека выглядит ничего так. И сознание. Когда в ней мысли бьют ключом, будет тебе все нипочем, а если пусто в ней совсем, жди от судьбы одних проблем. Это голова, это мы уже писали. Текст, тут вроде бы ничего, но это же наверняка не просто так. Ты посмотри, какие масштабы. Вот он я, а вот башка. Вот ведь интересно. Получается, этому существу никто не мог помочь, потому что в их коалиции главный пропал. И при этом ночью вышка перехватила сообщение, в котором что-то говорилось об опасности. Что это может быть за опасность? Имеются в виду шакалы, да? Наверное, надо спросить у голоса. Или у другого. Ну, тут даже непонятно, как мы можем спросить у другого, пока к нам никто не пришел. О! Ты погляди-ка. Пришел, Лабубу. Привет, Чак. Да, здорово, мелюзга. Привет, Чак. Так ты что, получается уже 13 уровня, да? Ня, 14-го. Чё? Как это 14-го? То есть ты хочешь сказать, что я, секретарь нашей коалиции, который обязан следить за такими вещами, неправильно посчитал? Нет, Чак, я не хочу сказать, что... Все, ладно, стоп, я понял. Тебе голос какое-то дополнительное испытание дал, так? Да, Чак. Ладно, тогда понятно. Он так иногда делает, это правда. Погоди-ка, но ведь если ты 14 уровня, у тебя уже должен быть доступ навык для дальнейшего улучшения вышки. Чего вот я приперся тогда, если мог написать? Ты уже улучшил вышку, правда? Нет, Чак. Да как это? Ну в смысле нет? Ай, все-то вам объяснять надо. Глаз да глаз с утра до ночи. Это ж самое, главное. Мы бы могли с тобой обмениваться сообщениями. Прости, я собирался улучшить вышку, да, но... Мне же нужно сначала разобраться с другими делами. Да, конечно. Как можно скорее улучши вышку до 6 уровня. Это сильно упростит жизнь тебе и всем нам. Только не забудь мне сообщить об этом, окей? Когда будешь сообщение отправлять, просто введи мое имя. Если чё, не бывает существ с одинаковыми именами, поэтому ошибиться невозможно. Чё? Погоди, реально? Не бывает с одинаковыми именами? Только вышка может ошибиться, и тогда твое сообщение придет случайному существу. Так, все, тьфу, отвлекся на твои глупости. Я тут вообще-то по делу. На Ану опять напали. На Ану! Он в порядке, надеюсь. Да, а чё ему будет-то? Все нормально с ним. Эх. Но ограбили его почти подчистую. Так что до следующей сдачи Эйдосов он точно не успеет накопить. Как думаешь, сможешь помочь чем-то? Да вы шутите? У меня уже нету столько! Я потратил за сегодня сколько? 600, 700, 800! Я бы очень хотел, честно, но у меня у самого ничего нет. Конечно, смогу. У меня не очень много, но эйдосами поделюсь. Конечно, я помогу. Ну то есть тут везде в любом случае я помогу, кроме вот этого. Не, я не буду отказываться. Воля в диалогах — это штука важная. Давай. Вот значит как. Что ж, даю тебе буквально полчаса, а то мне еще нескольких членов коалиции посетить надо. Давай. Ладно. Типа, сколько принесу, столько принесу, да? Проверим слова. Совесть. Внутренний голос, подсказывающий, что правильно, а что нет. Я возьму эйдосы. Да. Все, спасибо большое. Сколько? 49. Интересно, а я могу подойти заранее? Типа, я не хочу прям собирать. Так, ну чё? Мне надоело здесь уже торчать. Сколько ты готов отдать Ану? Да, то есть я могу подойти раньше. 100. Ну, у меня столько нет. Давай 30-очка. Такая вот мини-улыбочка. Вот это, конечно, прикольная улыбка, но мини-улыбочка. Отлично. Спасибо. Ты все-таки неплохой парень. Нам такие нужны в нашей коалиции. Думаю, можно считать, что твой испытательный срок закончен. Поздравляю, мелюзга. Ты официально в нашей коалиции. Ура! Спасибо, Чак. Вот только...
А как ваша коалиция зовется-то? Чего? У существ ведь есть имена, чтобы их можно было различать, и раз коалиций много, то их надо различать как-нибудь. А ты забавный. Что? Погоди, а ты чё, серьезно что ли? Ну, да. А, да уж. Так ты же уже знаешь название. Нет, я не знаю. Ай, да блин, ну как же я устал от этой мелюзги. Наша коалиция! Так и называется! Ась? Наша коалиция! Название такое! Чак, серьезно? Ну, да! А чё? Ну это же неинтересно. Так, слушай, знаешь что, мелюзга? Давай ты сначала попробуешь побыть секретарем целой коалиции, возиться дни напролет с мелюзгой всякой, а потом уже будешь мои названия критиковать. Так, все, я пошел, мне на... Нет, стой! Стой, Чак, подожди, пожалуйста. Чего? Чего тебе в этот раз? У меня быстрый вопросик, маленький. Да. Давай, задавай. Может существо просто взять и пропасть? О, да, по поводу того сообщения, помните? Получается, какой-то секретарь какой-то коалиции пропал. Получается, коалиций там много. Я помню, что там была какая-то коалиция делинквентов, что-то такое. А потом наша коалиция называется «Наша коалиция». Какое тупое название. И, наверное, есть еще какие-то коалиции, но я понял. Это ты основал нашу коалицию? Какая существа может грозить опасность? А может существо просто взять и пропасть, реально? О, ничего себе у тебя вопросики. Это... Рановато ты такими вещами интересуешься, Лолошка. Я на 14 уровне еще о таких вещах даже не беспокоился. Давай лучше вот как поступим. Ты занимайся своим миром спокойненько. Это сейчас твоя основная задача. Если будут какие-то проблемы, я приду на помощь. Но можешь не переживать, ты точно не исчезнешь. Точно не в ближайшее время, во всяком случае. Вот. Чего? Так, ладно, все, тьфу, запутал ты меня вопросами своими. Спасибо еще раз за помощь. А ну, будет очень рад. Бывай, мелюзга. Пока. Чак. Это что еще за новости? То есть, как это я реально могу пропасть? Ты точно не исчезнешь, точно не в ближайшее время. Это как? Это очень плохо звучит, это отвратительно звучит. Ладно, он сказал, что я смогу отправлять сообщения на 6 уровне вышки. Ну-ка, улучшение. Разблокирует дальнейшее улучшение постройки до 8 уровня. Во, на 6 уровне позволяет отправлять сообщения. А, тут было написано Эйдосы 100. Так, погоди-ка. У меня есть слово 99% почти. Мнение 94%. Знаете, я, наверное, просто спокойно вот тут вот сяду и тупо подожду. Стоп, что? 185 эйдосов? Откуда у меня только что появилось 185 эйдосов? Я не понял. О, я все выяснил. Мне сказали, это означает, что какой-то карьер у тебя уничтожился. Точнее, полностью потратился. Да, версиформовый карьер капут. Блин! Я так много на нем накопил. С другой стороны, мне эти 150 эйдосов как раз сейчас нужны, потому что я беру познание, далее вышка, улучшаю, потом режим контроля, вышка, и улучшение стоит 40 эйдосов, пока хватает. Ну мне не хватает эфира и версиформа. Простите, плотники, все, стулья больше не создаем. Хорошо. Идите сюда. Один из вас пойдет добывать Да, эфир, а другой за версиформом. Да. Молодец. Улучшение запускаем. И, внимание, вы посмотрите, что я нашел. Оказывается, моя голова — это постройка. Статуя. 584 хп. Эйдос. Подожди. Я могу создавать эйдосы за 10-10-10? Блин, а почему мне никто до этого не сказал? Я столько ждал. По итогу 97, 98 и... Все, мне просто дали эйдос. Не, ну ладно, это прикольно. Могу поставить это на автопроизводство, но я не буду ставить на автопроизводство. В итоге голова дает очень хороший ресурс. Пока вышка улучшается, мне нужны опять новые ресурсы. Тем временем вышка 5 уровня, улучшаем до 6. По моим подсчетам сейчас уже будет. Его... О, пошло, хорошо. Давай пойдем проверим, как это выглядит. А выглядит это неплохо. Да, у меня наверняка теперь еще и 3-й этаж открылся. О, что? 2-й этаж закрылся! Это что, шутка?
Был буквально второй этаж, почему его закрыли? А отправлять могу? О, да, отправить сообщения, перехваченные, входящие, исходящие. Так, получается, входящие лично для меня. Ну, давай отправить, кому? Чак, он так и сказал. Тема, сообщение, текст сообщения, привет. Ага, получатель Чак, тема, мое первое сообщение, статус доставлено. Эй, привет еще раз, Чак, я улучшил вышку. Немного разорился, но ничего страшного. Это правда. Настолько... Ой. Так. Что? Ты кто такой? Бляха-муха! Это что такое? Стоп! Это где? Это как... О, господи! Это же не защищается! Стоп, 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 стоп! Это... Так, это кто у нас? надо, хозяин? Рекрут враг. Какой я тебе хозяин? Я не хозяин. Арбалетчик! Стой! Не надо! Не бейте моего рыбака, пожалуйста! Ящерица! Я не знаю, делай что-нибудь! А это же никак не защищается, это не дефается. У меня нет таких воинов. У него воинов столько, сколько у меня рабочих не может быть. Эй, это что вы тут устроили? Это не я! Эй! Эй! Вы что, не слышите меня? Я слышу, я слышу! Я с вами разговариваю! Эй! Но... О, нет! Немедленно прекратите! Но... Как я могу прекратить? Как я могу... Прекратить, говоришь? И что ты с нами сделаешь? Вы что, забыли правила этой вселенной? Нельзя нападать на других существ! Но ведь это он напал! Я Немедленно прекратите! не могу! Черт возьми! Ах, вот значит как! Раз вы сами не хотите прекратить, я остановлю вас! Формиксы! Приказываю вам прекратить это беззаконие! Они исчезли! Они исчезли! И мои здания тоже! Это трешатина! Ты реально кто такой? Обалдеть! Такого яростного глаза я еще не видел. Вы оба меня очень разочаровали. Особенно от тебя, Лолошка, я такого не ожидал. А ты, Рейнольд, так ничему и не научился. Помолчи, а? Поскольку вы оба прекрасно осведомлены о законах нашей вселенной и знаете, что проявлять физическую агрессию против других существ запрещено, я буду вынужден оштрафовать вас обоих. Как это обоих? Но ведь я... Я не закончил, Лолошка. Рейнольд, тебя я накажу крайне строго. Это ведь далеко не первый раз. Ты можешь мне объяснить, зачем ты это делаешь? Мало того, что это неприемлемый поступок. Ох, но ты даже не пытаешься скрыть его от меня. Это же просто глупо. Обычно существа совершают незаконные нападения ночью. Но ты ведь все равно меня нашел бы. Да, но ты бы успел наворовать больше. О, да, действительно. Но даже не думай, что сможешь воспользоваться этой идеей. Твое наказание не позволит. Я возвращаю тебя в твой мир. Сейчас ты увидишь, что ждет тебя. Тебя, Лолошка,
мне тоже придется оштрафовать. Хоть мне и не хочется. Таковы правила. Поскольку это твое первое нарушение, наказание будет мягким. Во-первых, я не верну тебе твоих формиксов. А во-вторых, я оштрафую тебя на 200 эйдосов. Это минимальный штраф за такой серьезный проступок. Считай, тебе повезло. Но... Голос, я не понимаю. За что? Я же ничего не сделал. О, ничего не сделал? Ты вступил в битву с другим существом, Но я... прекрасно зная, что это запрещено законами Вселенной. Но... Это ведь не я начал. Что я мог сделать, если он напал на меня первым? О, да все что угодно, лишь бы не драться в ответ. Возможно, тебе кажется, что у тебя не было выбора, но выбор есть всегда. Извини, Лолошка, я не могу продолжать этот разговор. Мне пора идти. Вот так вот, а. Охренеть. Я потерял... О, мудрецы объявили неделю чумы. Население вашего мира уменьшилось на 40%. Минус 4 Эйдоса. Я, бляха-муха, сейчас заплачу. Серьезно? Я еще и виноват? Каким образом я мог этого не делать? Это уму непостижимо. Население минус 40. У меня 5 населения. А, господи, я просто... У меня минус склад, у меня минус все. Я не знаю, что мне делать. Всего рабочих 5. Ну, конечно, у меня больше нет воинов. Опять 25, мы строим склад. В этот раз я хочу, чтобы он был защищен, поэтому я вот тут стены создам, а склад будет стоять... Ну, как-то вот прям вот тут, посерединке. Я уже правда не знаю, что мне делать. Давайте так, я восстановлю мастерскую, но надо понимать, что я должен сделать супер-мега-оборону. Все, это 100%, миллиард процентов. Минимум 4 воина со следующей серии. Ребят, эта серия на самом деле очень тяжелая. Наверное, вы заметили, как много всего надо было потратить, как много дождаться, построить. Не забудьте, пожалуйста, про ваш лайк и особенно подписку. Проверьте, пожалуйста. Ну, мало ли, вы все это время думали, что подписаны, а оказывается не подписаны. Пожалуйста. Ваша мотивация — лучший двигатель прогресса. Пишите также ваши комментарии. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Рейнольд и супер разъяренный Глаз, а также вышка 6 уровня. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.